Новинка, которая имеет корпус из нержавеющей стали, AMOLED-экран с сапфировым стеклом, наличие функции Always On Display, приятный и быстрый интерфейс, измерение пульса и кислорода в крови в автоматическом режиме, а также мониторинг уровня стресса и сна, измерение температуры кожи и давления воздуха. Встроенный GPS более 110 видов тренировок, и это только малая часть того, что обещает нам производитель в рекламе китайской версии смарт-часов под названием Xiaomi Watch S2. Про Global пока ничего не слышно, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. У меня на руках китайская версия данной модели, разумеется, покупал я их на Али. Поставляется S2 в белой продолговатой упаковке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Пакинг отличный, на подарок однозначно зайдет. Едкого запаха нет. В комплекте мы имеем смарт-часы на 42 мм с ремешком, краткое руководство на китайском языке, зарядное устройство с двумя пинами, что, конечно, не очень хорошо. Весят S2 54 грамма, а габариты следующие: 42 на 42 на 12 мм. Ремешок силиконовый, быстросъемный на 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 86 тысяч человек, я постю туда только полезное и выгодное. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, там будем общаться по поводу всех тестов, всех девайсов напрямую. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Приобрести S2 на 42 мм можно в черной и золотистой расцветке, а на 46 мм в черной и серебристой. Кроме силиконовых ремешков имеется также кожаная, расцветок более чем достаточно. Дизайн S2 от дизайна S1 слегка отличается. S2 выглядят более аккуратными, но лично мне нравился больше дизайн у S1, он был внушительным. Несмотря на это, S2 на 42 мм смотрится на мужской руке отлично, в целом, как и на женской. Ремешок удобный, но не сказал бы, что он топовый. Но запястье не потеет. При носке S2 дискомфорта не доставляют, как и во время сна, что очень радует, в отличие от моих ультр от Яблока. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и матового пластика, а с фронтальной части сапфировое стекло. Watch S2 прочные и довольно легкие. Качество материала в целом хорошее, как и сборка, но я ожидал чего-то большего. На корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, что является шагом назад. Далее есть микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма с датчиком уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления и датчик окружающего освещения. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, часы не считывают. Пульс измеряется в ручном режиме, в автоматическом режиме или можно настроить периодичность измерения. SPO2 работает в автоматическом режиме в состоянии покоя. Мониторинг уровня стресса работает перманентно, то есть постоянно, разумеется, как и мониторинг сна. На руке измерения довольно точны. Что пульс, что SPO2 измеряется в целом по моим тестам корректно. Сон мониторит хорошо, как и все фазы сна. Но вот мониторинг дневного сна у меня отсутствовал, возможно, с прошивками допилят. Но пока его нет. Также на борту есть ручное измерение состава тела, которое однозначно кому-то будет полезным. Хотя я тоже это считаю шаманством. Правильное питание, отсутствие вредных привычек и нечего лезть в эти штуки. И измерение происходит за пару секунд. Но часто измерение не производится, так как вылетает ошибка. А также есть измерение температуры кожи в ручном режиме. Я около 2 раз подряд измерял температуру кожи, результат был в районе 36,7. После чего 7 часов я не мог измерить температуру тела, что странно. Отмечу, что данная модель не является медицинским прибором и не стоит опираться на данные получения при измерении смарт-часами. Притом никакими вообще. Понятно, есть Omron, есть Huawei Watch D, на который обзор был на канале. Но лучше медицинского прибора и медика вам ничего никто измерить не сможет. С боковой части расположили 2 физические кнопки. Верхняя отвечает за переход к меню, возврат, а также за вызов бесполезного для нас ассистента Xiao AI. Возможно, в глобалке будет другой. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам. Повесить переход к другим приложениям возможности есть, но только на нижнюю кнопку. Голосовой ассистент останется, что пока фейл, во всяком случае для нас. В приложении можно назначить экстренный номер, и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершается вызов по этому номеру. Кнопки нажимаются хорошо, и люфт у них минимальный. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,32 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Экран имеет слегка закругленные края, что удобно. Интерфейс доступен только на китайском или английском языке, во всяком случае, опять же, в китайской версии. В глобалке будут, наверное, все языки, как всегда. Шрифт хороший, плотность пикселей 353 ppi, рамки есть, разумеется, с темным циферблатом их незаметно, но если устанавливать светлый циферблат, можно лицезреть громадные рамки. Безеля на борту
борту нет. Картинка, как по мне, отличная, цветопередача приятная и четкости достаточно. Анимации по минимуму, но скроллинг плавный. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно. Яркость регулируется полузумком, автояркость на борту и работает корректно. Время до отключения экрана максимум 5 минут, что круто. Постоянно включенный экран на борту, но максимум на 5 минут. Always On Display также присутствует. Работает он по расписанию или в смарт-режиме. Стиль Always On Display соответствует стилю циферблата, но также есть 4 предустановленных стиля, которые можно слегка персонализировать. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и двойной тап для пробуждения. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо и довольно быстро. На смарт-браслет можно установить пароль или включить режим «Не беспокоить» и спящий режим. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, прям как на яблочных часах. Отмечу, что в панели быстрого доступа нет регулировки яркости, что неудобно. Слева направо и наоборот виджеты, которые разбиты по ячейкам. Настроить порядок виджетов и приложений в меню можно, ко всему есть 2 стиля отображения. Меню большое, из интересного это тренировки, шаблоны для тренировок, активность, измерение пульса и кислорода в крови, дыхательные тренировки, мониторинг сна и уровня стресса, измерение состава тела, менструальный цикл, погода, напоминания, музыкальный плеер для управления воспроизведенной музыкой на смартфоне. Но производитель заявляет о том, что с определенных приложений можно и прослушивать, и скачивать музыку. Но в любом случае для нас это не актуально. Далее есть книга контактов, в которую можно добавить избранные контакты для звонков, будильник, который можно завести прямо с часов, секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать только таймер, что фейл. Далее есть барометр, удаленная фотосъемка, которая работает даже в паре не со смартфоном Xiaomi, это очень круто. Поиск смартфона, фонарик, мониторинг женского здоровья, подлагивающий компас и калькулятор. Также на борту имеется куча приложений, которые заточены под Китай. В них входят Alipay, карты, WeChat и так далее. Завести банковскую карту, разумеется, нельзя, но, к примеру, карты для умного дома, возможно, и будут работать, учитывая, что данная модель может работать в паре с приложениями для управления устройствами умного дома. К слову, управление с помощью голосового ассистента поддерживается. В приложении на смартфоне есть магазин с приложениями, но полезного лично для меня там ничего нет, можете посмотреть. Надежда, что там что-то появится, минимальна. Почему? Потому что уже много лет нас кормят тем, что будут какие-то супер-приложения, но они не появляются. Можно сразу Яблоко вспомнить с тем, что они калькулятор до сих пор на iPad не завезли. И дальше пойти посмотреть, что делает Xiaomi. Bluetooth версии 5.2, странно, что не 5.3, потому что когда они выпускали, он уже вовсю везде использовался. Подключить наушники возможность есть, а вот нагрудный датчик подключить нельзя. Часы подключаются и используют технологию Bluetooth модем для подключения к сети, то есть напрямую к Wi-Fi они не подключаются. Они подключаются через Bluetooth, через телефон. NFC-модуль в наличии, как вы уже поняли. Тренировок более 110 режимов, автоопределение тренировки есть и работает оно неплохо. Отслеживание плавания на борту, ко всему есть оценка бега для дальнейшего улучшения показателей. GPS на борту из навигации. VGPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. Местоположение часы определяют до 5 секунд, что очень быстро, но карты строят по мне не точно. Есть значительное отклонение в построении маршрута. Загружать маршруты на часы нельзя. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Настроек для тренировок достаточно. Далее на входящий звонок можно ответить или сбросить его. Быстрых ответов, к сожалению, нет. Напоминаю, а в Mi Band у них он есть. Вот такая магия электронов. Девайс, который в 3 раза дешевле, может то, чего не может девайс, который в 3 раза дороже. Микрофон, динамик неплохой. Не скажу, что отрабатывает шикарно, но хорошо для своей стоимости. Вибромоторчик настраиваемый и тактильно приятный. Уведомления приходят моментально, но отвечать на них нельзя и быстрых ответов не завезли. Иконки приложения отображаются, а смайлики нет. Летим дальше. Емкость аккумулятора 305 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут. Если говорить о полноценном использовании часов со всеми функциями, которые нам доступны, но без Always On Display, то проживут часы не более 5 суток. Скорее всего, дня 4. Это стандартное время автономной работы. Плюс-минус все часы этого ценового сегмента, которые я тестировал от Xiaomi, не отличаются. Так и живут. Конечно, можно настроить их и использовать не так часто, чтобы продлить их жизнь на 1,5 дня, в зависимости от сценария использования. Хотя я уверен, что будут и те, кто будут расписывать, что они там 12 дней их носят спокойно, и используют все, и с Bluetooth дружат, и никаких проблем у них нет. Не верю. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, как и все практические устройства с водонепроницаемостью, я решил окунуть их в воду. По итогу с ними все в порядке, внешне не пострадали, плавать с ними можно, принимать душ тоже. Приложение стандартное Mi Fitness, подключаются часы быстро, главное регион на Китай поменять. Мне сразу же прилетело обновление. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В первой вкладке можно посмотреть весь мониторинг здоровья, а в настройках смарт-часов все стандартно. И помимо перечисленного мною ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор их достаточно. Ко всему есть персонализированные
анимированные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Также есть настройка мониторинга здоровья, магазин с приложениями, включение напоминалки об активности, функция для уведомления при обрыве связи между смартфоном и смарт-часами в наличии, но она у меня не работает. Приложение в паре с S2 работает неплохо, оно не вылетает и не глючит. Минусы: нет возможности подключить eSIM, нет возможности подключить нагрудный датчик, по большей части бесполезный модуль NFC, нельзя подключить к Wi-Fi напрямую, нельзя переназначить функции на верхней кнопке, секундомер не работает в фоне, нельзя загружать маршрут, разумеется, нельзя фотографии загружать, отвечать ни на что нельзя, также не отображаются смайлики, нет быстрых ответов. Повторяюсь, зарядки с пинами — это тоже фейл. Ну и пока это китайская версия, разумеется, то, что нет и русского языка, и опять же, то, что вы подрубите к ним Bluetooth наушники, загрузить туда музыку пока никак, а смысл? Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. И написать в комментариях здесь, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Как вы поняли, я покупаю все, даже то, что потом не продать. Разумеется, китайские девайсы из разряда таких часов не советую никогда приобретать к перепродаже, потому что кому они нужны. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Watch S2 на 42 мм, актуальные стильные смарт-часы с неплохим функционалом. Но, как по мне, минусов более чем достаточно, и сказать, что в данной модели есть какой-то прорыв в мире носимых устройств, я не скажу. Хотите поиграться? Девайсу скромное да. Почему? Потому что если у вас есть user experience, каким образом подрубать карты, что химичить с программами, кто-то умудряется еще и китайского голосового помощника использовать, пожалуйста, приобретайте и дружитесь с ними до состояния аффекта. Поэтому всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Девайсу, повторяюсь, очень скромное да для фанатов. Добра и удачи вам, дорогие друзья.